Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, на что важно обратить внимание. На сегодняшний день, когда вы смотрите это видео. Именно вам. И у нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, сейчас буду выкладывать 4 позиции. Но перед этим, соответственно, по нашей традиции мы сдвинем 3 раза. И посмотрим какое-то послание от высших сил для вас, для тех, кто самый лучший зритель смотрит с самого начала, а порой и до самого конца. Да? Я вас всех очень благодарю за это. Итак, сдвигаем 3 раза. И смотрим, что на дне колоды. А на дне колоды у нас справедливость, карта баланса. Она показывает, что высшие силы сказали только, что вам в вашей жизни скоро восторжествует справедливость, и вы добьетесь либо правды, либо равновесия внутри себя, либо в каком-то вопросе. Наконец-то все уладится, наконец-то правда, истина и высшие силы на вашей стороне, значит, скоро и люди будут вести себя соответственно, так как это требует ситуация, да, по-правильному. Вот. Ну и если кто-то сейчас участвует в судах, то, конечно, победа на вашей стороне. Очень хорошая карта. Итак, давайте выкладывать 4 карты на стол. Первая карта – это ваше душевное состояние на сегодня. Итак, 4 карты, 4 позиции. Ваше душевное состояние. Первая карта, чтобы вы ориентировались, а правильно ли вы позицию выбираете. Но также можно использовать генератор случайных чисел, как вы знаете уже. Вот. Ну, давайте украшать наши позиции. Чем же мы их сегодня украсим? Так, давайте цитрин возьмем. Первая позиция, да, цитринчик. Вторая позиция. Вот возьмем принит. Так, хорошо. Третья позиция будет у нас розовый кварц. И 4-я позиция аметист. Кукловоду машет вам рукой, костью. Такая она прикольная. Сегодня ее купила. Я об этом говорила уже на канале Live. Если кто смотрел сегодняшнее видео. Так, аметист, ты мне мешаешь куклу положить. Ну и давайте, надеюсь, что вы выбрали 1, 2, 3, 4. Ну и те, кто еще не выбрал, просто ставьте на паузу. Выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. Итак, мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. На что важно обратить внимание. Давно мы такой расклад не делали, уж прям соскучилась по некоторым темам. Не знаю, почему так происходит. Пытаешься все успеть постоянно, но некоторые темы бывает долго не освещаем. Да? Наш цитринчик и первая карта, ваше душевное состояние на сегодня. Это звезда. Ну, вы прям звезда. Это такое возвышенное состояние душевное. Во-первых, чувствуется у человека связь с Богом. Во-вторых, высокий уровень интуиции, экстрасенсорные способности и умение мечтать и чувствовать этот мир. Да? Возможно, вы хотите воплотить в жизнь какую-то гениальную идею. А может быть, просто сейчас размечтались о своем счастливом будущем. Конечно, карта даже иногда показывает, вот если честно, беременность. Но это в редких случаях. Все равно все вы здесь, даже мужчины, беременные быть не можете. И иногда она показывает состояние творческого процесса. Ну вот, допустим, развиваете блоги, пишете какие-нибудь статьи или начинаете какое-нибудь интересное дело, там пишете книгу или еще что-то. То есть вот творческий процесс. Бывает человек в отъезде, и поэтому звезда.
Но в любом случае состояние души, надежда, да? Надежда, и когда ты молишься, веришь в Бога, веришь в лучшее, веришь в себя, и понимаешь, что жизнь прекрасна, ты прекрасна, и все будет еще гораздо лучше. То есть вот такая карта, очень такого приятного настроя на эту жизнь. Если у вас сегодня такое душевное состояние возвышенное, значит карта ваша и значит позиция ваша. Давайте смотреть, на что вам нужно и важно обратить внимание. На что важно обратить внимание? Ну, первая карта Солнце. Вы знаете, вытащить звезду, да еще и Солнце, это просто обалдеть. Потому что это карты в сочетании своем показывают невероятную удачу, успех. Это два талисмана колоды. А я вам вытащила Солнце, это ваши возможности, это ваше цветение, это ваша действительно удача, это расцвет карьеры, может быть, или ваших каких-то талантов, способностей, расцвет. Соответственно, у вас есть сейчас возможность реализоваться в жизни так, что вы даже ни в чем никогда больше нуждаться не будете. Это карты, они, которые сошлись вот так вместе, да, Солнце и звезда, они показывают, насколько вы привлекательны, талантливы и любимы высшими силами на сегодняшний день. Значит, вы можете абсолютно все. Ну и просто скоро вас посетит очень яркая, счастливая новость. Вот как будто бы вы узнаете то, что вас очень-очень обрадует. Карты волшебные, карты приятные, они говорят всегда, что иди и все получится, что скоро взойдет солнце после ночи, да, обязательно бывает день, что будет счастье, что будет тепло. Вот именно тепло, а не холодно. Потому что мы с холода перешли в тепло, потому что ночью прохладнее, чем днем. То есть вы будете жить, может быть, даже в более теплой стране, например. Или просто озарение, да, произойдет, что в жизни была темная ночь, а теперь засверкали звезды, и вдруг взошло вообще солнце, да, наступило утро этой жизни, наступил новый этап жизни. И вам нужно обратить внимание на ваши яркие возможности. Больше следующая карта, еще и маг выпала. Вы представляете, теперь у вас 3 талисмана. Разве так можно? Ну, неужели такое бывает? Вот такая комбинация, ну, не знаю, раз в 5-летку выпадает. Даже при гаданиях всех и на индивидуальных раскладах, и общих раскладах, и все вместе. Если Солнце со звездой еще могут как-то выпадать, но если 3-я карта мага, это вообще вам несказанно повезло. Обратите внимание на вашу везучесть, на вашу там, не знаю, может быть, талантливость, может, одаренность, может быть, интуицию. Попробуйте поверить в себя, поверить в то, что действительно в жизни все будет отлично. И также эти карты, они показывают, что что-то волшебное происходит прямо сейчас, какое-то чудо может произойти. Что-то, что вас очень удивит, обрадует. Вот как будто бы вы совершенно этого даже при всей своей вере, да, не ожидаете. И вы будете очень активны, вы будете очень самостоятельны в скором времени. Ну и также вам может даже и помогать кто-то очень хороший, светлый человек такой, да. Прям интересно. Такие карты, раз, и удачные карты выпали, очень удачные. Следующая карта у нас, смотрите, туз мечей, тоже яркий прорыв, да, в жизни. Обращайте внимание на ваши идеи. Тут у нас, значит, король мечей. Какой-то мужчина будет помогать эти идеи реализовывать. И следующая карта — тройка мечей. Этот мужчина в прошлом вас обижал. Он в прошлом обижал, но сейчас не до этого. Вам как будто бы нужно будет либо с ним помириться, с этим человеком, он правда поможет, правда извиниться, либо просто уже забыли давно прошлое эти обиды. Он знает, что обижал, но сейчас наоборот. Вот как будто бы записывайте все свои идеи, которые случайно приходят к вам в голову, и этот мужчина поможет их реализовать. Главное, их не забывать и начинать что-то делать. Вы знаете, человек на самом деле это влиятельный и довольно такой упертый. Он всегда, между прочим, в вопросах справедливости старается быть на стороне справедливости, честным, да.
И да, в прошлом были какие-то распри между вами. Он в прошлом, может, даже вас как-то занижал, критиковал, может, даже делал какие-то гадости. Но сейчас история совершенно меняется, и человек может встать на вашу сторону, буквально подсобить, помочь и продвинуть вас в жизни вперед. Но туз мечей явно показывает иногда получение даже бумаг каких-то, очень важных бумаг и документов. То есть не только идеи, обращайте и на документы внимание, и на письма, на различные новости, на то, кто что сказал. Потому что может человек озвучить случайно очень нужную для вас идею или мысль. Вот. Явно, что карты счастливые, и попробуйте вот, волну эту удачи и счастья просто поймать, обуздать и на свою сторону перетянуть. Вот такая вот у нас первая позиция. А мы идем с вами дальше. К позиции номер 2. На что вам важно сейчас обратить в жизни внимание? Наш принит. Замечательный камень. Давайте смотреть. Первая карта – ваше душевное состояние. Тут десятка кубков. Замечательная карта. Очень хорошее душевное состояние такое. Миролюбивое. Причем совершенно не конфликтное. Вы готовы дружить с людьми, общаться. В семье готовы быть добрым, заботливым человеком. В коллективе даже на работе можете быть очень приятны в общении. Кому-то помогать. То есть не бросайте своих коллег, если где-то работаете. И семью не бросайте. Постарайтесь всем домашним угодить. Конечно, карта семейная, да, семейный человек. Но также просто человек очень добрый, такой дружественный, хороший, светлый. Внутри только гармония может быть, только гармония такого человека. Это очень опытный человек здесь. Вы опытный человек. Вы уже прошли, скорее всего, в жизни и огонь, и воду, и медные трубы, и дошли до этого состояния принятия. Просто вот взять и все принять. Хорошо, давайте посмотрим, на что вам важно обратить внимание сегодня, когда вы смотрите это видео. На рыцаря жезлов вам важно обратить внимание. Тут у нас, видите, и огонь, жезл, да, сила огня, и повышенный уровень интуиции, и повышенное, знаете, такое либидо, да, страсть к жизни. Вам нужно обратить внимание, вот прям важно, да, на какого-то, может быть, огненного человека, который жаждет жить и творить, и может дать вам эту энергию вот, продвижения вперед. Либо это вам нужно добавить жару. Может быть, стоит поехать куда-то, навестить кого-то, что-то такое сделать на расстоянии от дома, там, посетить интересное место, просвещение себе устроить на выходные там, или на несколько дней вперед, там, да, какие-нибудь новые знания получить. Также проявить смекалку, проявить чуйку, да, что как мне лучше в бизнесе себя вести, в работе, что мне не бросать, главное, да, нужно держаться за свое, что-то стараться всегда креативить, делать, вот как подвижность нужна какая-то, то есть вам на это нужно обратить внимание. Могут гости приехать, можете вы куда-то в дорогу отправиться, видите, шут, новое что-то, новое у вас идет в жизнь, вы продвигаете свой новый потенциал, вы рискуете, да, но вы знаете, что есть какое-то направление, которое нужно развивать сейчас, либо в творчестве, либо в работе, в карьере. У вас может буквально появиться такая идея классная, которую вы съездите куда-то, что-то еще там добавите, да, и осуществите. Может, это даже там торговля на расстоянии от дома, в другом городе, в регионе, там, в другой стране, дополнительные филиалы, там магазины, может быть, какие-то иностранные средства или средства из других городов, которые вы используете в своей работе, материалы, новые материалы, да, там новые приборы, вот такое вот. И также шут, он всегда просто показывает новое творческое начало. Рискните, мол, и все получится. Обратите внимание, да, вам важно обратить внимание, что рискни, и все получится. Заводи новые знакомства. Шевелись, старайся, делай. Вот что-то такое.
Так, смотрим еще карты. Тут у нас, значит, семерка жезлов выпадает. Следующая, значит, пятерка жезлов. Следующая, значит, десятка пентаклей. Борьба приведет к богатству. Здесь отстаивайте свое, отстаивайте свои позиции, защищайте свои позиции. Вы уже продвинулись, то есть вы сколько-то уже продвинулись. Вы можете сейчас сказать, что твердо стоите на ногах. У вас есть наработки, у вас есть ресурсы, клиентура может быть уже наработанная, и вы можете добавлять. То есть скреативить, что-то еще интересное, новое вводите. Но при этом отстаивайте старое и боритесь с конкурентами. Вы знаете, тут будет очень большой успех в плане финансов. Но также эти карты показывают улучшение жилищных условий. Вот смотрите, если чуть-чуть, мол, побороться, если чуть-чуть, мол, надавить, жилищные условия явно улучшатся. Или вы там, не знаю, ремонт вовремя закончите, или какой-то переезд организуете в новое место, в хорошее. Вот я бы сейчас очень для себя этого хотела тоже. Поэтому просто нужно еще немножечко рвануть, вот знаете, и отстаивать себя, и в то же время конкурировать. Если бороться, вы достигнете этого. И финансовой стабильности, и улучшения финансов, да, и, может быть, решение вопросов с недвижимостью. Здесь две карты, первая и последняя, заметили, да, семейные. Они показывают большую семейную любовь, там, династию, я не знаю, большой семейный подряд, любовь к мужчине, к женщине, жить в паре, жить с мужем, с женой, и также дети. То есть вначале вы были именно с детьми в обнимку, да, а сейчас еще и с мужем, или как бы наоборот, если вы мужчина с женой. Поэтому уклон делайте и на то, что у вас, возможно, есть или будет семья. И, естественно, в финансовом смысле этот человек, который делит с вами это все пополам, так скажем, может помогать, поддерживать и давать какие-то тоже свои идеи или свою силу для того, чтобы отстаивать, да. Поэтому заручитесь поддержкой любимого человека. Если он уже есть, то сейчас, а если нет, то в будущем. Ну, вот такая позиция у нас номер 2. В принципе, все карты выпали очень хорошие. Обратите на это внимание, на ваши возможности. Действуйте. Так, смотрим позицию номер 3. Наш розовый кварц. Такой белый, кажется, да, но на самом деле розовый. И первая карта – это ваше душевное состояние сегодня. Королева Пентаклей. Прям преследуешь ты меня. Почему ты меня преследуешь? Вот представляете, я сделала гадание на канале Life, проработка своей тени, да, что вы в себе отрицаете. И, соответственно, первой картой выпала кто? Королева Пентаклей. Сейчас она на 3-ю позицию пошла. Причем на этой же колоде гадала. Вот прям преследует. Карта «Душевное состояние» показывает ровное и хорошее. Уверенность в себе, душевные качества, любвеобильность, заботу об окружающих, да, и в то же время вот несете функции там, жены, матери, начальницы на работе или просто хорошего сотрудника. Человек работоспособный, человек знает свою цель, свое место в жизни и старается поддерживать баланс. То есть вы сейчас, на сегодняшний день, спокойны. Вы спокойны, ваше душевное состояние – спокойствие, уравновешенность, да? Что не получается, ну, справимся. То есть вот такое отношение. Нет такого, что вот хаотично бегаем, орем или боимся чего-то. Нет. Вы, если чувствуете в себе что-то другое, просто смените позицию, потому что здесь человек спокойный. Человек старается вести себя, наоборот, очень ровно. Так, на что вам важно обратить внимание? На что же тогда важно обратить внимание? На 2 кубков, что вас кто-то любит. Возможно, взаимно. Ну, чаще всего, конечно, взаимно по этой карте. Карта светлая, очень хорошая, но напоминает вам, что вы любимы. И что этот человек любит вас, и вы должны просто помнить об этом. Что возможно сотрудничество, что не нужно делать все в одного, что нужно делать все вместе, пополам.
Но самое главное — взять за руку любимого человека и поддержать. Помнить, что если вот он вас любит, да, тут напоминает карта, он тебя любит, то значит важно быть вместе и все делать вместе, и все, чтобы было хорошо, чтобы вы относились к человеку хорошо, чтобы ценили его любовь, его чувства к вам. Если вы не знаете, о ком идет речь, ну, я думаю, что человек объявится, признается вам в любви. Тогда не отталкивайте его сначала, а возьмите и примите как данность, что у человека есть чувства. Дайте себе подумать, дайте себе время, не рвите сразу, да, не посылайте сгоряча. Следующая карта — императрица. Она показывает, что, возможно, какая-то женщина нуждается в вашей помощи и заботе на сегодняшний день. Обратите на нее внимание. С какой-то женщиной вы можете очень близко дружить и общаться. И она знает, что с вашей стороны возможна поддержка. А вы знаете, что ваша помощь совершенно неоценима в ее сторону. Она сможет вас в будущем отблагодарить. Но также карта показывает ваши открытые денежные каналы и вашу возможность занять престол еще более высокий, чем у королевы Пентаклей. Просто нужно терпение и время. И продолжайте слушать людей, продолжайте поддерживать людей, потому что весь наш мир состоит из людей, общество состоит из людей. Вам их нужно что делать? Любить. Я вас не заставляю. Любовь, она рождается в каждом из нас благодаря нашим наработкам, нашей молитве, нашему внутреннему успокоению, внутренней гармонии. Нельзя заставить себя любить людей, весь мир. Кто-то скажет: я ненавижу людей, я люблю животных, я понимаю, что они лучше людей. У меня тоже было такое осознание, но постепенно пришел момент осознания другой. Просто нужно время. Дайте себе это время. И знайте, что у вас есть возможности стать еще лучше, еще более уважаемым человеком. И, соответственно, опять же, быть любимым человеком для кого-то. Так, смотрим, на что еще важно для вас обратить внимание. 9 жезлов. 6 жезлов. Паж мечей. Карты показывают здесь, что да, в скором времени будет человек в вашей жизни, кто иногда подкалывает, язвит, но все мы люди. И вам нужно подойти к этому человеку со всей мудростью. И вы, подойдя к нему со всей мудростью, победите и в себе это чувство отрицания, и в нем. Вы знаете, да, мы встречаем иногда колючек. Это бывают наши дети, это бывают окружающие люди, сотрудники по работе, родственники. Но преодолеть это можно, если вы будете проявлять упорство и заслужите доверие этого человека. Попробуйте отнестись к нему только по-доброму, понять его, попытаться не то что оправдать, а объяснить ему его. То есть, мол, да, ты бывает говоришь вот так, но я чувствую, что у тебя вот так. Или можно даже просто не принимать близко к сердцу некоторые подколы, знаете, сарказм, резкие слова, а попробовать свести все на смех, например. То есть мудрый человек, он не будет так делать, и этим он побеждает. Вы можете отстаивать даже этого человека, немножечко колючего, и он станет не такой колючий, он станет добрый, он станет хороший, он станет светлый человек. Он в жизни многое сможет добиться, достичь. Возможно, этот человек вас моложе. И неважно, мужчина это или женщина, парень, девушка. Если вы поддержите, вы заслужите признание от этого человека и любовь на всю оставшуюся жизнь. Может быть, это будет долгая дружба, сильная родственная связь. И поэтому это оно того стоит. Ну, вот такая позиция номер 3. Мы идем дальше к позиции номер 4. На что важно обратить внимание в скором времени или сейчас. И первая карта — ваше душевное состояние сегодня — это королева жезлов.
Прекрасная карта, она показывает вашу яркость, сексуальность, любвеобильность, повышенная сексуальная, как сказать, либидо, да, либидо, вот, и, соответственно, ваши такие качества, как лидерство, то есть вы человек-лидер, у вас душевное состояние лидера, я добьюсь всего, что я хочу, я человек веселый, интересный, я знаю себя, и я чувствую, когда что мысли позитивные, значит, удача идет мне в руки, да. То есть вы можете настраивать себя на волну энергии огня и, соответственно, с помощью этой энергии созидать, богатеть, делать свое поле привлекательным для противоположного пола, для окружающих людей. И вы это все в себе знаете, то есть какая-то самоуверенность даже, да. Вы понимаете, что человек, ему не нужна удача, он может всего добиваться сам. Но сейчас вот как раз удача еще и на вашей стороне. Вообще, если человек хорошо все знает, он начитан, действительно, ему не нужна удача, да? Он и так сам по себе ходячая удача. Вот вы как будто все это осознаете, ваши какие-то качества, превосходящие других людей. Так, оптимизм есть. Давайте смотреть, на что важно обратить внимание сегодня или в будущем ближайшем. А вот здесь у нас есть дьявол. Значит, у вас есть кто? Враг, например. Человек, который пытается вас ввести в заблуждение, подставить. Носит маску, да, кто-то притворяется рядом. Кто-то, может быть, соблазняет вас вкладывать деньги, например, в какие-то нехорошие проекты, пирамиды, там, прикрывая это. Вот смотрите, как тут все хорошо живут. Иногда дьявол – это соблазнитель. Но тогда вам стоит задуматься, с кем вы хотите быть, кого вы любите и кого вы, правда, уважаете. Если вы одинокий человек, кто-то может растлять вас буквально сексуально, да, там, соблазнять, но не для серьезных отношений. Задумайтесь над этим. Может быть, человек вами просто пользуется. Я этого не утверждаю, что это именно дьявол ваш любимый человек или будет таким. Нет. Это я просто все варианты перечисляю, что это может быть и в работе, там, и в дружбе кто-то, кто носит маску. Задумайтесь просто, кто это и что. То есть явно у вас есть какая-то подстава, да, человек подстава. Смотрим, на что еще важно обратить внимание. На 7 пентаклей. Если немножко подождать, урожай будет богатым. Карта явно показывает потенциал, да. Сейте благодатные семена, вкладывайте свою энергию в некий труд или даже пусть в отношения, но не с дьяволом, да, а в другие хорошие отношения. И у вас будет потом результат, очень хороший результат. Проявляйте терпение, умейте ждать. Не стоит из огня в полымя кидаться. Дьявол любит вот это вот желание скорости. Я хочу много быстрых денег прямо сейчас. Вот он, дьявол. Я хочу заработать деньги, я проявлю терпение. Деньги будут, но потом. 7 пентаклей, да? Чувствуете разницу между ними? То есть вкладываем энергию, ждем, когда прорастет, ждем, когда принесет урожай, собираем урожай. Не надо торопиться. Быстрых денег не бывает, легких тоже. Вот так вот попробуйте сделать в голове. Следующая карта – сила. Она говорит о том, что скоро вы будете невероятно сильны, у вас будет много энергии. И, соответственно, постепенно, день за днем, вы приручаете какого-то человека. Тут у нас еще жрица. Жрица буквально говорит о том, что у вас с этим человеком невероятная душевная привязанность и платонические чувства. Вы знаете, следующая карта, даже 6 пентаклей. Ждите помощи от этого человека и невероятной поддержки, потому что вы поддерживали. Потому что вы тоже делали что-то хорошее для этого человека. Ждите ответа. И также помните, что любые отношения – это терпение. Любые отношения – это ежедневный труд. И, соответственно, вот она сила, она показала, что отношения рабочие, любовные, неважно, там, дружеские, с детьми – это ежедневный труд. Но этот труд принесет такой результат, о котором вы даже не думали.
То есть настолько будет ответка хорошая, добрая ответка. Соответственно, мы здесь видим, что вы можете получить от этого человека, которого вы приручите, большую помощь, поддержку, и в том числе в финансовом смысле процветания благодаря этому человеку. То есть он на самом деле имеет огромный потенциал. Просто вы можете об этом даже еще пока не догадываться. Вкладывайте силы в людей, верьте в людей, верьте в себя, и вы увидите, что, да, может быть, не стоит искать легких путей, но когда вы все делаете по-честному и стараетесь, вы получите корону на голову, так скажем, королевы жезлов. Ну вот такая вот у нас интересная 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч.